Я абсолютно в восторге. Я посмотрела твой фильм. Я постараюсь там быть менее эмоциональной, не вести себя как сумасшедшая фанатка. Ты первый калмыцкий кинорежиссер, директор, производитель фильмов. И я смотрела Мгм. «Чайки». И по посылу он сильно-сильно отличается от твоего последнего фильма про Гишевангела. Да, ну, во-первых, «Гиши Ангел», я не могу даже его назвать своим фильмом, потому что это немножко вообще как будто бы не фильм, да, у меня было совершенно другое к этому отношение, я больше к этому относилась как к некому документу, хронике, который необходимо сделать. В какой-то момент это превратилось в мою практику личную буддийскую. Мгм. Хорошо, Гишем Ангел родился в 1901 году в Калмыкии, потом он переезжает в 23 году Индия, Тибет, Пекин, проводит там 30 лет и в конечном итоге перебирается в Америку, да, в 1955 году. Я для тех, кто фильм не смотрел, чтобы немножко о чем мы говорим, было понимание. Перебирается в Америку, и вот здесь начинается, ну, совершенно огромная смена таких энергий, когда он, ну, скажем так, из странствующего монаха-калмыка превращается в очень влиятельного, в очень крутого, влиятельного ламу. Спустя несколько лет он помогает американским спецслужбам перевести Далай-ламу, а точнее даже совершить побег Далай-ламы из Тибета, из Мгм. китайской оккупации. Вот этот момент, он очень, мне кажется, в России сейчас, ну, когда в России увидит фильм, будет обсуждаться бурно и широко, потому что выясняется, что Гише Вангял принял участие в побеге Далай-ламы из китайского окружения, из китайской оккупации в Тибете. Показывать ли комплементарно героя, либо не комплементарно героя? Насколько для тебя внутренне стоял этот вопрос говорить об этом, как это преподносить? Какую ты видела для себя, наверное, вот, знаешь, для себя как режиссера, в чем была твоя задача? Передать истину, передать энергию, передать влиятельность Гише Вангьяла. Вот как ты это видела? Если говорить про какой-то духовный путь, что легче? Быть просветленным монахом, сидеть под деревом Бодхи и медитировать, либо быть в действии, работать со всеми этими спецслужбами, со всеми, влиять на геополитику вообще, по сути, мира всего, да, ради одной лишь цели помочь его святейшеству, к которому он верил просто безоговорочно и видел в этом, в его лице именно проявление сострадания мира, и помощи, просто элементарно просто верил в это как в идею, да, вот это вот тотальное проявление сострадания и любви. Если этого человека поднять, то тогда, в общем-то, мир станет лучше. Я думаю, что он в это верил, и это, да, было огромной мотивацией для того, чтобы вообще вершить такие крупные какие-то дела и не бояться ввязываться и быть в этом смысле, ну, скажем так, человеком, который может влиять на эту систему, на эту ситуацию. При всем при этом уметь сотрудничать со своими идеологическими, скажем так, врагами, ну, идеологическими, я повторюсь, да, это требует огромного мастерства. И то, что сейчас, например, происходит, это провал дипломатии, ну, если говорить о нынешней ситуации, то, наверное, такие, как Гиши Вангял, они умели договариваться и умели решать вопросы во благо, преследуя свои цели. И какой бы она странной и метафизичной, и какой-то такой не была, наивной, там, типа, принести людям мир, добро, спокойствие, сострадание, методы бы существовали разные. Я со стороны думаю примерно так. Откуда у него столько сил было, и откуда у него была такая целеустремленность и такая вера, ведь даже Маклири, который его ученик, он его не нашел в Белом доме, он его воспитал. Это огромная разница. Для тех, кто не посмотрел фильм, Элла говорит о герое фильма, который рассказывает о том, что он был учеником Гише Вангьяла. И Гише Вангьял однажды ему говорит: слушай, тебе нужно идти в политику. Он идет в политику и говорит: у меня все так как-то легко начало получаться, как-то вот как будто бы с благословения все идет. И вот как только я добираюсь до Белого дома и начинаю работать там, первая просьба Гише Вангьяла: слушай, ты должен помочь организовать визит Далай-ламы 14 в Америку. Я здесь делаю еще небольшую ремарку, что Далай-ламу 20 лет не пускали в Да. Америку именно потому, что не хотели портить взаимоотношения с Китаем. И говорить про Маклири. Любая карьера стоит времени, сил, усердия, много всяких обстоятельств, да. И вот представьте себе человек, который был ассистентом Картера и который добился всего, и звонил из Белого дома.
Он рисковал абсолютно всем. Он всей своей жизнью, всей своей карьерой рисковал, и у него не было сомнений. Это чистая вера, это то на самом деле, сейчас очень много разные курсы по mindfulness и прочее, да, о том, что нужно чувствовать себя, там вот это все. И я всегда наблюдаю, и Гише Ван Ял, наверное, был один из первых в Америке, который практиковал дхарму именно на примере обычной жизни обычных людей. И его ученики – продукт его учения о том, как можно стать успешным и ставить великие цели, добиваться их, чем нужно обладать в помыслах, да, для того, чтобы вообще все это реализовывать. Поэтому среди его учеников в основном очень много реализованных и известных людей стало. Ну, в каждой там своей области, понятно, но почему? Потому что у него был секрет, который сейчас какой-то упаковывают немножко такую очень простую форму, но основная мысль, конечно, была, если вот человек фильм этот посмотрит, если он хоть чуть-чуть работал и практиковал над собой, он поймет, в чем секрет вот всех этих людей, которые двигают и которые занимаются такие, какие-то есть, имеют большие деяния, да, ну, которые действительно заслуживают в мире это и резонируют, скажем так, с миром, и являются в истории, являются каким-то неким явлением ради блага и веры в его святейшество. Он принял решение действовать, а не просто сидеть молиться. В этом тоже есть совершенно другая практика. Просто у каждого человека есть какое-то разное предназначение или разный набор каких-то талантов. Смотри, мы сейчас говорим о том, что в какой-то момент Гише Ван Ял понимает, что вместо позиции там, ой, я там несчастный калмык, в Калмыкии меня притесняет советская власть, там в Индии, в Тибете, точнее, притесняют китайцы. Вместо вот этой ментальности он принимает какую-то совершенно другую ментальность, и он говорит, да, я могу, я сильный человек, я могу влиять, я могу там делать жизнь лучше. Его позиция в Америке стала не беженец, которому нужна помощь, там, иммигрант, которому нужна помощь, а очень влиятельный человек, который вокруг себя организовал огромное количество там, людей, энергии, процессов и влиял на мир вокруг себя. И да, естественно, возникает вопрос, как он меняет в себе эту ментальность, как он из какой-то позиции жертвы переходит в позицию вот этого сильного, абсолютно Я там, думаю, что у него никогда не было позиции жертвы. Почему позиция жертвы возникает у человека? Потому что жертва возникает тогда, когда ты думаешь про себя и про свое эго. А когда ты думаешь про все человечество, у тебя не бывает позиции жертвы, потому что ты каждый день отдаешь свою жизнь для того, чтобы свершились какие-то очень благие дела. В этом и заключается разница его в том, что у него не было никогда, у него, в принципе, эго, наверное, он оставил еще в детстве, где-то в каком-нибудь степях Калмыкии, думать о том, что о личной какой-то выгоде или о том, что у него будет позиция жертвы или еще какая-то позиция. Ничего, кроме знаний, учения, имею в виду, ничего, кроме постижения именно учения, я думаю, что его вряд ли интересовало, иначе бы он не дошел бы до Тибета. Просто из-за того, что Там есть хорошая фраза, это же тоже очень близко, вот, если говорить про эго, чем скорее человек от него избавляется, чем быстрее он растворяется и возносится над неким социумом, да, в этом весь секрет, в общем-то. И там есть хорошая фраза, когда Агван Даржиев ему говорит, он говорит, ты, наверное, гордишься собой, думаешь, что ты сейчас в Тибет идешь? А он говорит, ну, верблюды тоже идут в Тибет. Это очень важная фраза о том, что вот у меня, когда я делала фильм, вначале такой, о, ты делаешь фильм про Гише Ван Яла, это типа что-то значит, да, ты избранный или там что-то, такие мысли. Конечно же, они меня посещали. И, наверное, весь этот путь был, и он случился, этот фильм, только тогда, когда я от этого избавилась, смогла внутри себя просто сломать это эго и вообще, в принципе, раствориться и не искренне отпустить и понять, что этот фильм, он мне не принадлежит. И нет никакой цели получить что-то за этот фильм.
У меня есть цель показать его большим людям и быстрее собрать вот эту сумму, которую нужно собрать, чтобы закрыть хронику, для того, чтобы выпустить его быстрее на всеобщее, бесплатно выложить, для того, чтобы люди его смотрели. И говорить об этом больше, для того, чтобы люди соприкоснулись и почувствовали, даже если они не поняли, но они почувствовали, что еще вот так можно, да. И вся эта истерика, например, на тему того, что типа вот там нас обижает, позиция жертвы, это все, к сожалению, тогда, когда духовность упала настолько, м, это такие предсмертные судороги и истерика человека, который уже не понимает вообще, что творит, да, то есть это абсолютно неосознанная вещь, и которая отнимает очень много энергии. Для чего это нужно? Я считаю, что уже не нужно. Вот к вопросу о том, что вот растворение, не растворение, тем более, например, в Америке, и не нужно забывать, он уже приехал, когда ему было за 50 лет, и у него был период накопления, и после 50 у него был период реализации. Мгм. О том, что сейчас существуют другие временные параметры, что якобы накопление должно пройти с момента, как закончил университет, якобы. Это сколько? В России это вообще 23, ни о чем. Да? Но на самом деле реализация наступает у человека, какая-то зрелость и понимание после 40. Почему, вот, например, в монастырях учатся очень много лет. Вот 40 лет они все еще учатся, он защищался уже, там, сколько ему было лет. Вот. А потом есть некая практика, а вот после 50 ты уже можешь даровать учение или там делиться опытом, например. В фильме очень много такой вот энергии. Вот по окончанию просмотра, по крайней мере, у меня осталось прям очень много. Ты говоришь, что твои зрители говорили о благодарности, там, увидев его, получив такого национального героя. У меня осталось очень много энергии, что вот надо что-то делать. Это здорово, что такое есть впечатление. Но абсолютно, в фильме очень много энергии, то есть об этом хочется говорить, об этом хочется думать, об этом хочется размышлять очень долго, там, задавать себе какие-то внутренние вопросы, релаксировать и так далее. А, Была ли это одна из твоих задач, вот как-то там подтолкнуть, я не знаю, народ, людей, современность к релаксии, каким-то самопоискам, самокопанию? Я поняла. Нет, на самом деле, конечно же, не было такой задачи. Была задача передать послание этого человека. У Мгм. него это все потому, что у него была такая Потому что у миссия. него это... Конечно, да. Наверное, у меня как режиссера была задача передать его послание, передать его смысл жизни. В этом была, конечно, задача, как донести до зрителя, чтобы ты тоже почувствовал, да, вот как ты говоришь, чтобы любой человек, посмотрев, почувствовал, что он имел в виду. Потому что вот теперь представьте, что вот тут после фильма такое впечатление, а вот ученики его годами с ним жили вот под вот этим вот настроением. Поэтому отпадает вопрос, почему они такие все стали выдающиеся великие люди, да? Потому что они годами с ним жили. И каждый день постигали вот это гораздо глубже. Вообще это было очень сложно, чтобы рассказать его историю, потому что есть его святейшество, и первые версии были всегда фильмы о его святейшестве. Очень сложно было так строить его святейшество для того, чтобы это был фильм не о его святейшестве. И это очень органично, потому что это человек, которому посвятил жизнь, и это великий ныне живой его святейшество Далай-лама. И странно, что этот человек участвует, Далай-лама участвует в фильме, и он не главный герой. В этом была сложность, большая сложность. Правильно ли я тебя понимаю, свет солнца Далай-лама настолько ярок, что вот может просто там на Да. себя, да, забрать? Мгм. Все забирает на себя. Да, Мгм. конечно. Ты брала интервью у Далай-ламы. Вот каково просто каково это? Каково это брать интервью у Мне кажется, Далай-ламы? я не справилась. Честно скажу тебе, что мне кажется, я не справилась. Я была к этому, ну, к этому невозможно быть готовым, А к этому наверное. Да? готова. Мгм. И в какой-то момент я сформулировала для себя, что, наверное, я бы никогда не хотела больше снимать фильмы про буддистов, потому что мое место на коврике.
ну, там вот внизу где-то там. И когда ты ближе подходишь, то, конечно, твое самообладание, оно как, ну, как, оно куда-то уходит, и в принципе, у тебя такой ватные ноги, и ты не очень понимаешь, что происходит, да. Ну, в каком-то бессознательном состоянии, я бы сказала так, я проводила интервью. Нет, все было нормально. То есть я сейчас, когда говорю, что рассказывать, там никакого, 1,5 часа мы говорили, все было хорошо. Я говорю про какие-то свои внутренние Внутренние ощущения, да, естественно. ощущение, да, что я была немножко не в сознанке, да. То есть твое эго в тот момент настолько растворилось, что тебе было Оно тяжело оно говорить, уже все там да? же, да. Мгм, Ну, нужно мгм, было что-то говорить, мгм. нужно было что-то задавать вопросы. Но роль его святейшества в этом фильме, ам, знаете, как много людей претендовали на звание о том, что они привезли буддизм в Америку. Очень много, очень много. И просто этот фильм еще выполнил такую задачу, потому что его святейшество сказал, никто не знал до него. Он стоит у истоков вот возникновения в университетах Америки по таких дисциплин, как буддология и тибетология. Это тоже, он это делал не спонтанно, это все было сознательно. У него был план. Он готовился 50 лет, а потом у него был план. И он этот план очень долго осуществлял последовательно. Но последовательно не как событие, типа как вот event, есть такое слово event, да? Сейчас вот в России модно. Мероприятие. Мгм. Мероприятия. Да. Это были не мероприятия, это были, он закладывал огромные пласты, которые сейчас, например, тоже Турман или Хопкинс, они же имеют тысячи студентов, его последователей. И это именно буддизм, то, что только сейчас, например, его святейшество говорит, что воспринимать буддизм как этику и разные коллаборации с учеными, об этом Шивангел говорил еще тогда. То есть он говорил о светском буддизме, именно с точки зрения этики. И я спросила когда-то у Турмана, говорю, а все ли ваши студенты буддисты? Он говорит, нет, нет, треть. Все остальные, они просто изучают, им что-то импонирует именно с точки зрения философии или Хочу немножко вернуть нас к фильму. Скажи, мы в том моменте, когда Гише Вангьял вот на пике своей такой вот мощи энергетической а, добивается того, что Далай-лама спустя 20 лет отказов приезжает в Америку, начинает открыто, да, очень говорить о буддизме, о ситуации в Тибете, пропагандировать такое сотрудничество между странами, взаимопомощь и так далее. И в этот момент к Далай-ламе на прием, да, правильно я понимаю, когда Далай-лама в Америке, к нему приходят родители Телу Толку Ринпоче и говорят, что наш мальчик хочет стать монахом, что нам делать? да, вообще этот фильм снят по благословению Толку Ринпоче, и мне эмоционально, извините. Я дам тебе секунду. Цепочка событий, ну, абсолютно, абсолютно просто взрывает мой мозг. Далай-лама в этот момент встречает родителей Телу Толку Ринпоче и говорит им: отправляйте своего ребенка в монастырь в Индию. Так Да, Телу Толку Ринпоче оказывается в Индии и начинает свой путь. да, и потом, и вот эта вся история до сих пор продолжается. Этот фильм не выйдет в России, да, мне кажется, я не переживаю за Телу Толку Ринпоче, честно. С Мгм. ним нормально. Наконец-то у него появится, наверное, время для личной практики, о чем он всегда мечтал и что не мог себе позволить, потому что посвятил свою жизнь калмыцкому народу, служению там почти 30 лет, да. Но мне страшно, что будет в Калмыкии, потому что кажется, что можно человека типа запретить или, ну, это ужасно. Я надеюсь, что эти темные времена будут недолго, и что как-то все образумится, либо возникнет еще какая-то новая форма объединения калмыков, метавселенных, онлайн, там, я не знаю, еще как-то, да. И так странно, что эта связь вот с Вишивангьялом, который привез Далай-ламу, это карма, да, это красивая какая-то история, которая вот так странно сплетена, которая действительно вдруг позволила иметь такого человека, который пригодился, как-то в нужное время оказался вдруг готовым нести это бремя. Мне не Так, хочется, чтобы ты заканчивала мыслью: "Мне страшно, что будет впереди". Да, давай выйдем на мысль:
Окей, что нам делать? У нас был Гише Вангьял, да, который там огромную энергию Что принес вообще делать? Да, в мире. У нас есть сейчас Тело Толку Ринпоче. Как нам можно вообще соответствовать а, этим людям? Как нам можно, не знаю, учиться у них максимально, впитывать? Я думаю, что нужно помогать. Это может быть что-то, что мы каждый можем вкладывать, потому что у него есть план. Он явно знает все, как надо. Я уверена в этом, что у него есть какой-то план. Но если мы, наверное, объединимся и дадим ему такую поддержку, и дать ему пространство и время для того, чтобы он просто сидел и думал, и как-то а, давал нам какое-то направление, наверное, вот в этом я вижу помощь. От этого будет очень хорошо, и все заработает быстрее. Я думаю, так, да. Друзья, мы объявляем сбор средств, деньги для того, чтобы фильм стал, выкупить все права, правильно, насколько я понимаю? Да. Выкупить все права и сделать фильм открытым, в открытом доступе для всех желающих. Сбор средств, любые суммы, которые вы можете, начиная с 5 евро, каждый может себе позволить 5 евро, но на благую цель. В подарок каждый получит ссылку на фильм. Посмотрите фильм, вы тоже напитаетесь этой энергией, пишите мне, будем обсуждать вместе. Пишите Да. свои эмоции, свои пожелания, свои мысли. Очень-очень важно, очень хочется разделить что-то большое со всеми. Элла, есть ли что-то такое, что ты хотела бы сказать, я у тебя не спросила, что-то дополнить, говори. Просто почувствовать свою вот какую-то некую сопричастность, и тело, оно отзывается. Вот я верю в физиологию, наверное, больше все вот с этим связано. Поэтому хочу вот пожелать всем почувствовать вот эту вот вещь, и тогда люди, правда, станут сильнее. Если нет символов, придумай символы. Если забыли эпос, придумай свой эпос. И воспевать свои песни нынешним героям.